Друзья, всем привет! Вы на канале Таниколада. Меня зовут Татьяна Колодяжная, и сегодня я расскажу вам о новом виде сережек. Возможно, кому-то это направление понравится больше, чем плетение из проволоки. Я, конечно, сегодня буду говорить не обо всех серьгах в мире, так что не подумайте, что я ущемляю какие-то типы украшений. Сегодня мы поговорим об основных видах, с которыми работаю и близко знакома именно я. Итак, в своей работе я разделяю два вида сережек. Плетеные и, образно говоря, сборные. Плетеные серьги вы многократно видели и делали вместе со мной в предыдущих видео. Это сережки, в основе которых лежит проволока, которую мы скручиваем, то есть плетем украшения. Отсюда и мое условное обозначение плетеные. А вот что же такое сборные серьги, давайте разбираться. Повторюсь, что это мое условное обозначение этого вида. Я не претендую на то, что ввела научный термин, но для простоты понимания будем называть их именно так. Сборными я называю серьги, которые не нужно плести. Они просто собираются из разных частей, а именно это швенза либо гвоздик, и далее коннекторы и всякие красивые элементы, например, кристаллы, жемчуг или просто бусинки. Слово «коннектор» образовано от английского слова «connect» – «соединять». Многие из нас помнят рекламу компании Nokia с лозунгом «Connecting People» – «объединяя людей». Вот здесь примерно та же история, только объединяем, или соединяем мы разные элементы сережек между собой. Пример я привела для простоты запоминания, а проще говоря, коннекторы – это соединители, которые в подобных серьгах имеют ключевое место. Ну и, конечно же, задают внешний вид украшения. Теперь немного предыстории. В своем видео «Мой первый опыт плетения» я уже рассказывала, откуда у моего занятия ноги растут, и знакомила вас со своей подругой, которая еще до меня плела украшения, и от которой я, собственно, и узнала об этом занятии. Кто не видел, добро пожаловать и приятного просмотра. Так вот, именно она, моя подруга, зовут ее Алина, в своем деле чаще создавала именно сборные серьги, а не плетеные. Как вы видите, этот вид сережек ручной работы очень отличается от плетеных из проволоки. Они совсем по-другому выглядят за счет тех самых коннекторов, которые можно найти миллиард видов. Где найти? Проще всего на AliExpress. Если говорить о плюсах и минусах такого вида, если можно их выделить, плюсы и минусы, то плюс заключается в том, что серьги выглядят уже менее вручную созданными, возможно, это можно также отнести к минусу. А также плюсом является то, что эти серьги всегда выглядят хорошо вне зависимости от вашего опыта их изготовления, чего нельзя сказать о плетеных серьгах. А минус заключается в том, что внешний вид ваших сережек зависит уже не совсем от вас, потому что коннекторы вы будете использовать те, которые найдете. Я ни в коем случае не говорю, что они будут некрасивыми или плохими. То, что вы выберете из коннекторов, разумеется, вам будет нравиться, а значит, будет нравиться и результат. Просто вы ограничены материалами. Это, если уж совсем заморочиться, то надо будет из металла выплавлять те формы, которые вы сами непосредственно разработаете. С проволокой в этом смысле ограничений меньше. Она мягкая, и вы создаете форму и направление сами. Ну и, конечно же, куда нам без мастер-класса. Сейчас я вам покажу пример, как создаются сборные серьги. Итак, я возьму листочек металлический и швензу. Закрепляю листочек на швензе, закрываю наш крючок. Ну вот и все. Ну ладно, мы же не можем так просто все сделать. Давайте еще что-то так закрепим здесь. Без проволочки никуда. И возьмем также вот такую стразу, кристалл, и закрепим ее на листочке. Я вот здесь сейчас подкреплю, потому что чуть-чуть болтается. Теперь возьмем проволочку. Закрепим ее на стразе, выпрямляем наши кончики, и я сделаю вот так. Вставляю проволочку сюда, примерно серединка проволочки у меня сейчас здесь. Дальше скрещиваю вот так вот проволоку для лучшей фиксации. И продеваю в нижние дырочки. Вот так. Теперь вторую в обратном направлении проволочку продеваем
не туда. Вытягиваем ее аккуратненько, чтобы проволока у нас здесь не заламывалась. Вот что у нас получается. Дальше я опять же буду фантазировать. Подкручу немножко проволоку. Приставим ее туда, куда нам нужно. Я думаю, будет хорошо смотреться вот так. Что мы делаем? Я приставляю туда, куда мне надо. Держу пальчиком. Под листочками вот так вот продеваю проволочку. Держу кристаллик, чтобы он никуда не уезжал. Теперь я продеваю один кусочек проволоки с изнаночной стороны на лицевую. Вытягиваю его. И отправляю обратно на ту же сторону, на изнаночную. И второй хвостик, который у нас вот с этой стороны идет, то же самое. С изнанки вот в это отверстие вытягиваю проволочку и отправляю ее обратно назад. Что мы делаем дальше? Дальше я, пожалуй, закручу это все дело, чтобы оно хорошо и крепко держалось. Крутить я буду до низа, до своих нижних дырочек. Вот примерно мы как раз до них и дошли. Видите, она у нас болтается. А нам нужно ее зафиксировать, как будто она там родилась. Итак, теперь берем наши хвостики и опять продеваем насквозь вот эти вот отверстия. Раз. И вот эту вот сюда. С обратной стороны. 2. Подзатягиваю. Аккуратно только, чтобы проволока не порвалась. И теперь вот эти хвостики я снова вот так перекручу и проплету вот снова вот до этого колечка. Так, мы доплели. И теперь мы сейчас находимся на изнаночной стороне и снова вот так через лицевую продеваем обратно на изнаночную. Один раз. И еще раз. Чуть-чуть затягиваю. Отвожу этот хвостик, он мне больше не нужен. То же самое делаю с этой стороны, с лицевой на изнанку. И еще раз. Затягиваю. И мне больше не нужны эти хвостики. Я сейчас их аккуратно отрежу. Прямо вот здесь, чтобы они не выпирали. Раз, два. А теперь по нашей самой чудесной традиции мы поджимаем остренькие хвостики. Проверяем пальчиком, ничего не цепляется. И все. Страза у нас хорошо, надежно закреплена. С лицевой стороны абсолютно ничего не видно. И давайте посмотрим на пару этих сережек. Вот что у нас получилось. Вот такие милые серьги со стразами. Очень классно блестят. Здесь, кстати, что-то типа лунного такого цвета. Очень приятный. И классно сочетается с золотом. Вот такой маленький мастер-класс. И давайте подытожим. Плетеные серьги либо плетеные украшения – это те, которые мы плетем из проволоки. Неважно, какие дополнительные материалы мы будем использовать, в основе у нас лежит проволока, которую мы крутим. Сборные серьги – это украшения, которые состоят из разных элементов, и в основе у нас коннектор, он же соединитель, который задает как бы лицо нашего украшения, то есть его внешний вид. И в них может быть минимум проволоки, ну, например, чтобы закрепить бусинку, либо вообще не быть проволоки. И как вы уже поняли, сборные серьги делать гораздо проще и быстрее, чем плетеные, но для создания сборных сережек вам потребуется много специальных элементов, которые вы можете только выбирать, а не создавать с нуля. А также такие серьги смотрятся отлично вне зависимости от вашего опыта. 1 день вы их делаете или 3 года. В плетеных же серьгах для создания формы вам нужна лишь проволока, а она
прекрасный гибкий материал. И чтобы они выглядели хорошо, нужно уметь правильно и красиво скручивать проволоку. Я иногда создаю сборные серьги, но не стремлюсь претендовать на пример подражания. Мои сборные серьги просты и минималистичны. У меня нет огромного разнообразия кристаллов или подвесок с граненым стеклом, но они мне нравятся такими, какими я их создаю. Если вы зайдете в мой инстаграм, ссылочка будет в описании, то найдете там примеры моих работ сборных серег. И теперь вы сразу их отличите и будете иметь представление, как они создаются. Кстати, друзья, сегодня у нас 25 января, праздник, поэтому я поздравляю всех Татьян с именинами, всех студентов с Днем студента, ну а себя поздравляю с днем рождения со скромной круглой датой в 30 лет. Если информация из этого видео была интересна и познавательна для вас, а возможно вы теперь захотите попробовать поделать именно такие серьги, тогда не пожалейте лайка этому видео, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу сборных сережек, насколько вам вообще было интересно узнать о них, ну и, конечно, до новых видео, которые выходят теперь дважды в неделю, в пятницу и во вторник в 15:00. Увидимся!